Как быть, если вы ищете для себя надежного, основательного мужчину для того, чтобы создать с ним крепкие, прочные, счастливые, долгие отношения, а вам попадаются какие-то слабаки, слюнтяи, которые вечно норовят спрятаться за вашу спину? Что происходит, почему так и как эту ситуацию можно изменить, давайте будем разбираться. С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». Ссылка на мой сайт вот здесь. Там есть для вас очень много полезной информации, есть подарки. Ссылка на подарок прямо здесь в описании видео. Если вы еще не подписаны на канал, жмите на красную кнопочку. Если она у вас серенькая, жмите на колокольчик, и тогда все новые полезные видео будут к вам приходить на почту, и вы ничего не пропустите. А мы с вами продолжаем разбираться, почему же так получается, что вы хотите крепкого, надежного мужчину, такую, обычно барышни говорят, я ищу такое либо крепкое плечо, либо надежную спину, мне нужен мужчина, опора, основательный, а мне какие-то там слабаки, подкаблучники лезут прям вот сами, я уже задолбалась их на себе тащить и все тому подобное. Почему происходит? Смотрите, какая штука интересная. Мы очень часто, когда говорим о каких-то своих ожиданиях, мы говорим на самом деле то, что есть у нас внутри. И когда мы ищем мужчину надежного, крепкого, основательного, это чаще всего говорит о том, что мы-то сами упахались по жизни. Мы так устали быть основательной, надежной опорой для всех, кому не лень. Мы так задолбались подставлять свою спину, что у нас уже нет сил. Но поскольку мы это делаем на автомате, абсолютно не замечая. И, естественно, мы мечтаем для того, чтобы тот груз, который лежит на наших плечах, переложить на чьи-то плечи, хотя бы половину спихнуть. Не говоря уже о том, что хотелось бы сбросить все, упасть в кресло и сказать: я девочка, мне плевать на все, я хочу новое платьечко. Конечно, это замечательно. Но привычка тащить все на себе, она проявляется на автомате. Она видна во всем. Она видна в наших взглядах, она видна в наших любых поступках, она видна даже в том, как вы открываете себе дверь, или так, как вы выбираете себе еду, или как вы тратите свои деньги. Это видно во всем. И поэтому мужчины, которые слабаки, которые приспособленцы, которые привыкли жить за чужой счет, они вас выцепляют взглядом на автомате. Почему? Потому что вы заметны своей основательностью. Вы для них прям как мед. Вот знаете, самый сладкий такой, ароматный, вкусный, мимо которого нельзя пройти, вот чтобы не зачерпнуть ложечку, вот вы для них это. Мало того, вы для них единственный, самый знакомый женский образ. Почему? Потому что их мама тащила на себе. Или бабушка была такая основательная, которая всем по хлебалу раздавала и говорила, как жить, что делать, и говорила: вы без меня загнетесь, вот помру и без меня загнетесь. И поэтому эти мужчины, они безошибочно такую женщину вылавливают. Мало того, поскольку вы знакомый их женский образ, они знают, как себя с вами вести. Они знают, что вам сказать, чтобы растопить ваше сердце. Они знают, как польстить вашему самолюбию. Они знают, как произвести на вас впечатление, чтобы вы якобы повелись на надежду, что он может измениться. Они знают, чего нельзя делать, чтобы не испортить ваше отношение к себе. Они знают, чем вас нельзя пугать. Они все про вас знают. И поэтому они очень легко просачиваются в вашу жизнь. Я представляю, вы сейчас сидите, смотрите это видео и думаете: Алла, ну что теперь делать? Это же вообще безнадега полная. Ну, если ничего не менять, то, конечно, безнадега. Но я бы не стала снимать видео, если бы было все так плохо. Теперь давайте разбираться, что же делать. Ну, во-первых, для начала, для того, чтобы на вас стали обращать внимание другие мужчины, иногда перед тем, как на автомате хватануться, что-нибудь делать, тушить избы, ловить коней, останавливать поезда или еще что-нибудь делать, остановитесь и задайте себе вопрос: а оно мне надо? Я сейчас для кого это делаю? Это первое. Второе, даже если вы себе нашли объяснение, для кого вы это делаете, у вас 1001 причина, почему это сделать, досчитайте до 10 хотя бы. Только не раз, два, три, четыре, пять, а и раз, и два. Ну, то есть дайте немножко времени для того, чтобы люди рядом с вами могли отреагировать. Не у всех такая быстрая, такая основательная реакция на происходящее в жизни, как у вас.
Не все так быстро включаются и бегут работать. Кто-то медленнее, кто-то прикидывает свои силы, кто-то собирается с ресурсами. Дайте им возможность проявить себя. Ну и третье, самое важное. Научитесь отдыхать. Включите немножко пофигизма в свою жизнь. Всю работу, говорю вам с полной ответственностью, никогда не переделать. Чем больше вы работаете, чем больше вы вкладываетесь, тем больше вокруг вас будет работы. Научитесь быть пофигисткой и делать работу через раз. И тогда другие мужчины смогут рядом с вами показать, что у них тоже есть крепкое плечо, надежная спина или еще что-то. Они рядом с вами смогут себя почувствовать наконец-то мужчинами. А слабак в этот момент вынужден будет либо оторвать свою задницу от дивана и пойти что-то делать, либо вы увидите, что оно чмо, оно лежало и лежит. И делать оно ничего не собирается. И поэтому вы свои ресурсы туда вкладывать не будете в надежде, что оно исправится. Вот такая вот хитрая наука, которая поможет вашему женскому счастью, а заодно начнет нормальным мужчинам подавать сигналы, что рядом с этой женщиной я могу быть не только подкаблучником, но еще и быть настоящим мужчиной, и мной будут гордиться моя женщина. Вот такая вот простая женская мудрость. От всей души желаю вам счастья. Прямо здесь в комментариях готова с вами поспорить, обсудить. Буду признательна, если вы поделитесь своим опытом, возразите мне или захотите еще чего-нибудь мне интересного рассказать. Если есть вопросы, тоже пишите в комментариях. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я», а мы с вами встретимся в следующих видео. Пока-пока!